Всем привет! Приветствую вас на канале Алекс Титанов, посвященному активному образу жизни. Меня посетила безумная идея проехать один из велотреков с сайта Eurovelo. Их тут всего... Не знаю, сколько их тут всего. Короче, дофига. Давайте посмотрим, собственно говоря. Их тут всего 14-19 штук. Я выбрал номер 13, Iron Curtain Trail. Ну, что-то в этом роде. Вот, значит, скачал его. Он проходит от самой северной конечности Европы до самой южной, до Турции. И в том числе он проходит через всю Германию. Вот он. Вот он. Через всю Германию. Я живу вот здесь, на самом севере, на Балтийском море. И я решил проехать для начала всю Германию поперек. Разумеется, не за один раз, а за множество раз, я не знаю, с такими темпами. То есть это мне надо ехать на машине туда, там пересаживаться на велосипед, ехать какое-то расстояние, там 50-100 километров максимум в одну сторону, потом возвращаться обратно, чтобы сесть в машину. То есть фактически, если я это проеду, это веломаршрут, весь проеду, то получается я его 2 раза проеду, туда и обратно. Соответственно, часто я это делать не смогу, много проезжать я особо тоже не смогу, то есть это будет максимально 100 километров в одну сторону, соответственно, в 2 стороны 200, особо не раскатаешь, не разгонишься. То есть, чтобы проехать всю Германию, это надо будет раз 20. И это, вот таким макаром делать. И это только Германия, а весь маршрут, я не знаю, тут не стоит сколько километров, то есть Германия это, наверное, 1/5 часть всего маршрута. Такая себе цель. Значит, весь маршрут проходит через Норвегия, Финляндия, Россия, Эстония, в общем, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 стран. Проходит через 20 стран. И я хочу сейчас, не сейчас, а в ближайшее время, в ближайшие годы, скажем так, проехать через всю Германию на велосипеде по этому маршруту. Из дома, вот я вам сейчас покажу более крупным планом, где я живу. То есть я живу вот здесь. Больше не делается уже. Я живу вот здесь приблизительно. И вот эту всю часть до Ростека и дальше до Висмара я на велосипеде уже проезжал. Об этом есть видео. И не одно на моем канале. Кому интересно, посмотрите. То есть не вижу смысла еще раз ехать этот маршрут. Поеду сразу сейчас от Висмара до Любека, до Травемюнде. Травемюнде это такой курорт немецкий, популярный. Варнемюнде в Ростеке, а Травемюнде в Любеке. Маршрут этот 54 километра составляет, соответственно, туда-обратно будет 108 километров. Вот такой вот план, друзья. То есть проехать через всю Германию я еще смогу теми силами, которые есть у меня сейчас. То есть с машиной, с той машиной, которая есть сейчас, с тем велосипедом, который есть сейчас. Я могу в отпуска, иногда, может, по выходным вот так вот мотаться, там ехать по маршруту на велосипеде. А в дальнейшем я планирую купить со временем, с годами, насобирать на хороший кемпер и уже ездить с ночевкой, уже ездить далеко. То есть можно будет уже реально в отпуск, например, на неделю поехать и в нем жить, вот так вот, ехать на велосипеде какой-то отрезок, возвращаться, ночевать в нем, ехать на кемпере дальше, опять пересаживаться на велосипед и вот таким вот макаром штук проехать все это сумасшедшее, весь этот сумасшедший веломаршрут. Но это только планы, конечно, это просто очень грандиозно, сейчас нету ни на это ни времени, никаких условий толком. Но вот Германию, в принципе, можно таким образом проехать всю за ближайший год-два, не знаю сколько там. Такой план. Погнали.
Да, не договорил, не показал, что сегодня я собираюсь, какой отрезок проехать. Значит, сегодня я хочу проехать от Висмара, или я сказал, от Висмара до Лювика. Вот здесь вот Висмар, вот здесь вот Лювик. Вот этот вот кусочек. Все, загрузился, время 20 минут 12, очень поздно для таких мероприятий, блин, что-то долго я собирался, раскачивался. Значит, цепь, я тут катался, я же катаюсь на ваксованной цепи, я ее варю в ваксе, в парафине. Проехал километров 30 с прошлой варки, 30, говорю, 300. И в прошлый раз вообще под дождем это все было, я сейчас прикрутил, погрузил в велосипед, смотрю, цепь вся ржавая, короче. А варить сейчас уже нету ни времени, ничего нету абсолютно. В общем, помажу смуви. Взял с собой смуви, еще ни разу не пробовал. Ну, это, конечно, неправильно, потому что мне потом, если я буду ее опять варить, цепь, мне надо будет ее полностью мыть, обезжиривать, потому что это уже будет не то. Но делать нечего, поэтому сейчас помажу смуви, когда приеду. Поздно, блин, это я дома буду ночью. Взял с собой последние 2 компакт-диска, распаковку которых вы видели на моем канале. Сейчас буду по дороге слушать. Дома времени нету. Погнали, друзья. Начнем с Оззи Осборна. Что у нас там стоит? Сейчас в середине у нас стоит Пантера. А мы поставим Озика. Давай, Оззи, зажигай, погнали. Офигеть, озадачил только что чат GPT, чтобы он мне больше про эту руту 13 рассказал. В общем, она оказывается 10 550 километров протяженность ее. Офигеть. И проехать Германию, получается, поперек по этому маршруту, это только 1/10 всего пути. И это и называется он, известный как железный занавес, этот веломаршрут. Он проходит по границе бывшего железного занавеса. В общем, тут информация: вагон, 14 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на пути. Одним словом, я сегодня начну, ну как, я уже начал, уже до этого я уже ездил с дома до Висмара по этому маршруту. И сейчас с Висмара до Лювика. Я надеюсь, что я не пропущу ни одного объекта ЮНЕСКО, потому что я хочу все их посетить. Но я не знаю, какие именно. Сейчас надо или чат GPT озадачить, или дома изучать более подробно. В общем, еду в Лювик. Да, в конечном счете в Лювик. Сначала в Висмар, а потом в Лювик. Я беспечно еду по автобану с велосипедом.
забыл позавтракать. Сейчас уже... То есть я углеводов быстрых набрал, но это не делано, что надо жирное. Пошел посмотрел цены на парковку. 4 евро на целый день. В принципе недорого, но потом думаю, блин, какого черта. Поехал искать бесплатную парковку. Теряю, конечно, время, но лучше я за эти деньги дёнер похаваю. Потыкался, помыкался по городу, блин, центр города. Мест бесплатных, как раньше, нету вообще, все надо платить, поэтому 4 евро за целый день уже выглядит не так уж и дорого. Приехал обратно на эту парковку, сейчас куплю на целый день карту и все. Хотя это я так не делаю, как правило, блядь, здесь еще и монеты, да ладно, кому, ликон. Блин, не знаю, это я такой тормоз, как-то так медленно проходят у меня эти сборы. Вот я уже приехал. Пока найдешь место, пока все эпы запустишь, пока все проверишь, соберешь. Короче, я еще полчаса собирался. Вроде выехал. Вроде. Ну, блин, пока в машине едешь или дома там план себе планируешь, рисуешь, так все выглядит радужно. Тепленько. А тут нифига не тепленько. 5 градусов, ветрено, ну вдоль моря все в штреке будет. Там по концовке я смотрю, вообще на пароме надо переплывать. Непонятно зачем, просто там заканчивается его маршрут. Просто типа ты переплыл на пароме, осмотрелся и поехал обратно. Посмотрю, сколько он стоит. У меня денег с собой что-то там 20 с чем-то евро. И я что-то как-то не очень хочу их на паром тратить. Я бы лучше дёнер пожрал. И вообще пожрал. Я забыл позавтракать. Сейчас где-то сяду на скамейку. Вот, Висмар. Пока Висмар. Я уже так выехал сейчас. Заплатил за парковку уже по быстряку, как есть. Типа все запихал в рюкзак. По принципу по дороге разберемся. Рюкзак у меня огромный. Там еще 1,5-литровая бутылка воды. Я не знаю, сейчас дубарина. Буду ли я ее пить? И, короче, выкину, наверное, по дороге. Она тяжеленная. Рюкзак огроменный. Тебя посмотрю. В горах я мог бы припарковаться бесплатно. Нет, я поперся в центр города. Понятно, что в центре все за деньги парковка. Фу, хорошо я не поел. Я еду и думал, проезжал дёнер. А не купить ли дёнер? Я сейчас бы ехал с полным животом. Бананы. Буду есть бананы. Если дёнер, то на обратном пути есть то, если все сожру, что с собой взял, то тут все бесплатно. Паркуйся, не хочу. Вот. Ну, блин. Когда незнакомый город, хотя Висмар не такой уж и незнакомый для меня, просто было лень уже ехать еще дальше куда-то. Левый локоть. Я мучился. Года 1,5 с правым локтем. А сейчас в отпуске у меня заболел левый локоть. Мне уже стыдно к ортопеду ходить. Она скажет, да ты задолбал-то, а? Просто перестань ездить на велосипеде, тренироваться, ешь, спи и играй в танчики, как все нормальные люди. В общем, я одел бандаж. Посмотрим, как он себя будет вести сегодня. В сторону Любека. И не перестаю удивляться, как все кажется простым дома. Такое что? Через всю Германию? Вообще не вопрос. Что там ехать?
Чё? Весь веломаршрут 10 тысяч километров. Да ну, блин, потихонечку проеду, справлюсь-то, господи. Да, добрый день, женщина. А когда выйдешь, такой, о, блин, да тут же холодно. Голодно. Неудобно. Сыро. Мокро. Что-то болит. Хочется кушать. Хочется в туалет, блин, офигеть, стекла рассыпаны. Вечером я их не увижу. О, вот руки бы оторвать, кто это делает. Курс, вот она, эта трасса здоровья, которая идет по всему, вдоль всего побережья Балтийского моря. До цели 2 часа 20 минут. 46 километров осталось, уже 4 я проехал или сколько. Сейчас остановлюсь и буду утепляться, шапку менять, наушники одевать, перчатки одевать. Да, в общем, дома я такой фантазировал и сам себе такой, блин, да что там, да, 1000 километров. И что там сегодня 100 проехать? Да я уже много раз ездил в 100, и 150, и 200. Это что, проблема, господи. Погнали, давай, все. Собрался, цаки-цаки. Все так дома кажется простым. Вот дилемма. Хочется максимально придерживаться оригинального маршрута, руты 13 железного занавеса. Но, повторюсь, в Комоте вот эти вот тоненькая линия, и ни черта не вижу, к сожалению. А Google ведет по-своему. Я включил сейчас и Комот, и Google, сначала ехал по Google, а он самый короткий маршрут предлагает. Соответственно, он не соответствует, оригинальному маршруту руты. Сейчас включу опять Комот. Сейчас сделаю яркость поярче. И так будет быстрее садить аккумулятор, батарею. Дилемма. Короче, остается Комот. Google показывает, как добраться в Любек, но только не по этому пути, как угодно, но не по этому. Смазал велосипед в смуви, но не уверен, что это хорошо, потому что цепь-то помыть не проблема, а вот всю трансмиссию помыть потом, которая засрется. Хотя вроде не должна. Неплохая штука эта смуви, ты уже смотрел. Его можно иметь как запасной вариант с собой возить. В целом варить цепь, но еще смуви с собой возить, что я, собственно говоря, и сделал. А сегодня у нас распаковка свежевыпеченного компакт-диска, который только что пришел по почте. Распаковочка. Цак. Цаки-цаки. Итак, что это у нас? А это компакт-диск, вот так он завернутый в газетку. Blind Guardian. Шикарно. Blind Guardian, друзья. Состояние просто шикарнючее. Коробка как новая.
Лицензионный диск. Супер проспект. Вот такой вот. Так. Состояние компакт-диска отличное. Просто шикарное. Теперь пару слов об этом компакт-диске. Купил я его за 1 евро плюс евро 60 доставка. Итого 2,60 у меня обошелся. Купил в eBay. Теперь по поводу Blind Guardian. Так, два слова о группе, всем нам известной. С английского «Слепой страж» переводится, оказывается. Немецкая метал-группа, образована в 1984 году в городе Крефельд. Считается одним из пионеров пауэр-металла, однако музыка группы часто выходит за рамки этого жанра. Тексты многих песен группы, которые пишет вокалист Ханси Кюрш. Вот он, друзья, основанный на сюжетах фантастических произведений книг Джона Толкина, Майкла Муркока, Стивена Кинга, а также на легендах и мифах разных народов. Альбом 1998 года целиком базируется на Сильмариллионе Толкина. Состав Blind Guardian не менялся с 1987 года по 2005 год. В него входили Ханси Кюрш, до 1998 года бас-гитаристы, тут они, короче, движуха у них была, покидали, приходили. Так, группа изначально называвшаяся... Так, теперь пару слов об этом альбоме. Я вот уже здесь открыл. Somewhere Far Beyond, короче, где-то далеко за пределами переводится. 4-й студийный альбом немецкой рок-группы Blind Guardian, вышедший в 1992 году на лейбле Virgin Records. Об альбоме. Первый альбом, выпущенный на лейбле Virgin. Да, вокал Ханси Кюрша хриплый и надрывный, однако в некоторых песнях чистый. Вот такое вот описание. Российский фэнтези-писатель Ник Перумов взял строки из песни как эпиграф книги «Одиночество мага». Так, тематика. В общем, они брали тематику из книг фантастов и всякой фэнтези. Вот такой вот, друзья, компакт-диск. Погнали дальше.
Так, надо его сфотографировать. Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас распаковка компакт-диска, который только что пришел по почте. И это компакт-диск легендарнейшего Оззи Осборна, друзья. Оззи Осборн и его супер-пупер альбом. Угадайте какой? Ни в жизнь не угадайте, потому что я сам не знаю. Итак, состояние. Первая оценка. Состояние хорошее. Хорошее. Так. Тут какая-то рекламка. Тут наша книжечка. Вот так это все выглядит. Оззи Осборн здесь в разных ипостасях. Да. Вот так вот. Прикольно. Очень выглядит прикольно. Альбом 2001 года. Так. Заворачиваем это все обратно. Неким образом. Если получится. Подозреваю, что это не совсем правильно я запаковал. Вот как это сложить обратно? Подскажите в комментариях. Вот как правильно. Тут еще даже какая-то Sony Music, какая-то еще реклама с кучерявых времен. Вон всякие плееры, приставки. Я это все время выкидываю. Не знаю, имеет это какую-то ценность или нет, скорее всего нет. Так, компакт-диск. Вот такая вот, друзья, лицензия. Это что за царапина? Или это так было задумано? Потому что она так же блестит, как и все надписи. Ну, такой, да. Состояние нормальное, я бы сказал. Хорошее, пойдет. Так. Пару слов. Купил я его за 2 евро. Плюс евро 60 доставка. Дороговастенько он мне обошелся. Целых 3,60 евро. Так, что у нас про Оззи Осборна пишет Википедия, друзья. Оззи Осборн. Настоящее имя Джон Майкл Осборн.
Родился 3 декабря 1948 года. Ох, нифига, он старенький уже. Британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавший значительное влияние на проявление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хэви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул крестного отца хэви-металла. После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру. На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 миллионов пластинок с его участием. Нифига себе. Как член группы Black Sabbath Осборн внесен в зал славы рок-н-ролла США, а в зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель. Звезда с именем Осборна выложена на аллее звезд в Бирмингеме, а на Голливудской аллее славы. В 2014 году он получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon. В начале 2000-х годов принял участие в реалити-шоу «Семейка Осборна». О своей жизни на канале MTV. Сольные альбомы Осборна «Wizard of Oz» und Oz и No More Tears получили статус 4-жды платиновых в США. Так, теперь конкретно по этому альбому. Down to Earth. 8-й студийный альбом британского рок-музыканта Оззи Осборна, выпущенный 16 сентября 2001 году на лейбле Epic. Альбом достиг 19 места в UK Album Chart и 4 места в чарте США Billboard 200. На композиции альбома выпущено 2 сингла, и оба вошли в топ-10 в чартах США и достигли 18 места в UK чарте, Это первый студийный альбом с участием басиста Роберта Трухильо. Идеальная погода. Кстати, того самого Трухильо из Металлики. Фига. И барабанщика Майка Бордина, которые присоединились к Оззи в 1996 и 1997 годах соответственно. Вот такие вот дела, друзья. Ну все, погнали слушать. Навигации в Комоте. Забираю половину своих ругательств в сторону в адрес Комота. В принципе, ехать можно. Я тут вроде как увеличил. И, правда, это увеличение, по-моему, спадает каждый раз. Ну, в наушниках очень заблаговременно навигация говорит, где куда поворачиваться, какого направления держаться. Линии тонкие. Это отвратительно. Но в целом ехать можно. Еду по Комоту. Чуть поболтаем, друзья. Пока еще светло. Давайте чуть пофилософствуем. Заполним этот эфир. Сейчас я книжку на паузу нажму только. Интересную мысль, абсолютно не новую, я услышал в интернете, что наличие целей, их достижение — это участь нервотиков. Ух ты, какой там пишет прямо. Я абсолютно с этим согласен. Так, мне придется теперь сейчас прямо по дороге ехать. Прикольно. Нет, дух там есть дорожка. Я с этим согласен, но не на все 100%. Тут баланс важен, потому что об этом вещал заплывший дядька, который на вид просто скупился. Наверняка у него бабло есть, все есть, но выглядит в лет 50 как мешок с дерьмом. Сейчас надо как-то мысль собрать до кучи. В общем, я к тому, что хотел сказать, что мужскому полу всегда надо какая-то цель. Хотя я прекрасно понимаю, что без цели
И намного проще отдыхать и больше здоровья сохранишь, наверное, чем как я постоянно в суете, постоянно куда-то несусь, постоянно мне надо заполнять пустоту чем-то, какими-то хобби, увлечениями. Наверное, более счастливые люди, которые, ну вот просто от безделия получают кайф. Такой вот сидишь, лежишь и хорошо тебе. А я так не могу, я явно нервотик. Но знаете что? Мне нравится. Мне нравится. Я чувствую себя живым, когда ставлю какие-то себе бесконечные цели и придаю значимость какую-то повышенную всяким, ну да, кому. Я хороший красавчик, видишь, что я еду, как здесь пахнет. Открыл дверь и болтает. Я не хочу навязывать, хотя все время этим занимаюсь. Это сугубо мое мнение. И мне так нравится. Но это не значит, что это еще должно кому-то нравиться, или кто-то должен такой стратегии придерживаться. Мне нравится придавать значимость мелочам. Всему, что я делаю. Типа, поехал на велосипеде. Но ты не просто поехал, ты какой-то снимаешь контент супер-мега полезный, кого-то мотивируешь. Ты потянулся 10 раз, поставил себе цель. В следующий раз 11 потянуться. Потянулся 11, надо 12. Это, конечно, постоянная выработка кортизола. И этот кортизол не полезен для организма. Фу, ну вот я себе не представляю по-другому жизнь. Мне интересно, мне тогда интересно жить. Вот если я придумываю значимость всему, что я делаю, преувеличенную даже значимость, это понятно, что там никто не смотрит, 1,5 коллеги посмотрели, никому это не надо, такого контента уже. Интернет трещит по швам, миллиарды уже людей этим занимаются, но это уже получается и не важно, наверное, на заре интернета это было как-то актуально, важно, можно было там кусаться, бороться, а сейчас уже ты можешь только в этом всем находить какое-то рациональное зерно, какую-то пользу только для себя. Это вообще никому, скорее всего, ну, по крайней мере, буду говорить за себя, то, что я делаю, абсолютно мне ничего не принесет, никаких дивидендов, никаких там, не знаю. Хотя, пожалуй, я, наверное, говорю о материальных дивидендах, а такие моральные принесет. Мне прямо не доставляет удовольствия бороться с самим собой. Вот я мог бы сидеть дома, не знаю, у меня стоит уже там 3 ящика пива, я купил зачем-то, попивать себе пивасик, смотреть ютубчик на большом экране, лежа на удобном диване. У меня отпуск. Я мог бы никуда вообще не лететь, сидеть в тепле, попивать кофеек, пивасик, чаек. И Руся наготовила там этот кухон, пирог вкуснейший, еды ломится, холодильник. Но это скучно. Скучно. В чем прикол? Мне хочется, вот пока у меня отпуск, мне хочется за отпуск хоть что-то сделать значимое для меня. Какого-то контенту напилить, каких-то нагенерить картинок в искусственном интеллекте, как-то там с велосипедом повозиться, цепь купить, смазать, проварить, установить,
какой-то движняк какой-то, ну, не просто там есть, спать и так далее, а что-то значимое сделать для меня, повторюсь, это значимое только для меня, для никого это больше не интересует, не касается, никто не будет делать, восхищаться этим, и не надо абсолютно. Главное, чтобы я собой восхищался. Вот тут, знаете, вот типа, проехал такие там энное количество километров за отпуск, проехал кусочек из большого велопутешествия, там что-то еще выставил 3 видео. Повторюсь, это никому не надо, кроме меня. Но когда ты придаешь эту какую-то завышенную значимость, это как бы, это хорошо. Ты придаешь значимость всему, что ты делаешь. Вот все, что ты делаешь, ты такой, это все для достижения каких-то там высших целей. Мне кажется, для мужского пола это важно, вот это вот. Хотя, повторюсь, я вполне допускаю, даже более чем уверен в этом, что противоположный образ жизни, меньше суеты, меньше целей, меньше движника, более полезен для организма, сердца и всего остального. Иду вообще на изи, вообще никуда не лечу, не тороплюсь. Наверное, километров 17 в час максимум еду. Здесь прямо такая вот велодорожка по всему побережью. Господи, едь не хочу вообще. Это или не рай, не парадиз, а еще с этим глобальным потеплением. Сейчас бы лежал здесь снег, так-то послезавтра или послезавтра, когда там сегодня какое, 28 декабря, Новый год. У нас уже в это время, хоть я и на юге жил, уже снег, дубак. Здесь раньше тоже был снег, но сейчас все теплее, теплее. И ты можешь ездить себе на велосипеде, мечтать, думать, слушать книги. Если у тебя есть еще с кем ездить, там какие-то друзья, единомышленники, вообще красота. Так, мне кажется, у меня отключился комод, когда экран неактивный, мне не нравится. Он почему-то молчит. Ты почему молчишь? Так, пользуясь случаем, остановился комод настроить, потому что когда, оказывается, выключаешь монитор телефона, чтобы экономить аккумулятор, то и перестают наушники поступать сообщения с кому-то, как ехать. И я поехал, пока болтал, пока был отключенный монитор не туда. Сейчас остановился настроить, не знаю, или настроил. Все постоянная настройка. Вон я взял кухон Ирускин. Сейчас все руки будут. Заодно поем. Что-то я затупил с этим. Выехал голодный. По нормальным делам здесь, конечно, надо летом ездить. Здесь прекрасные места вдоль моря. А сейчас я ничего, кроме тумана, не вижу. Единственный вон тот вот маяк был. Походу он живой. И он оригинальный.
или это так построили дом в стиле маяка, или это в оригинальном маяке живут люди. Но он выглядел абсолютно живым, то есть там в каждом огне занавесочки, люди, свет, что мне было неловко фотографировать даже. Плюс там еще машина стояла, фотографии так себе. Плюс еще мой телефон фотографирует, как кусок, знаете сами чего. Кстати, я загорелся. Вот, вообще никогда не страдал вот этой фигней, типа не гнался за какими-то гаджетами новыми. Типа все такие молятся на iPhone. Я такой, фу, лохи. Зачем он нужен? А тут посмотрел, как он фотографирует. Блин, ну это же бомба. Он фотографирует просто отпадно, огонь. Просто бомбезно. Не могу подобрать прилагательное. Загорелся я, короче, тоже айфоном. Но не в дань моде, а чисто технически. Он прекрасно снимает видео уже с функцией понижения тряски вот этой вот, господи, забыл, как называется. Прекрасно делает фотографии. Ну, здорово. Не просто так он столько такой дорогой. Сейчас 3 часа дня. Как показывают мои котлы, которые я обычно не ношу. А тут я сидел вчера целый день, что-то настраивал, соединял, чтобы на часах показывалась навигация. Ни хрена не показывает. Зря взял. Настроил еще на идеалу. Не на чек французский, а на идеалу. Тут дальше надо как? Что-то мы куда-то уезжаем в сторону. Мне это не нравится. Настроил вчера, чтобы будильники настроил на велокомпьютеры. Когда они достигнут определенной желаемой мной цены, я получу извещение в виде, не знаю чего, смс или имейла, что ваш товар столько-то стоит сейчас. Поторопитесь. Позакидывал от фонаря всяких разных велокомпьютеров. Конечно же, хочу велокомпьютер, но еще больше хочу огромный новенький кемпер, чтобы путешествовать с велосипедом, с комфортом, ночевать в нем. А для него нужны денежки, надо хорошо собрать денежек, очень хорошо. Поэтому все, что я сейчас покупаю, я 10 раз думаю, взвешиваю, стоит ли, надо ли. Если надо, то, по крайней мере, растягиваю это во времени. Типа вот мне сейчас, например, уже как месяца 3 надо сделать техосмотр машины. Ну, не техосмотр, а дурзик. Это техосмотр-то я делал официально. Это как бы просто на Веркштате, на мастерской, что там все масло поменяли. Ремень, наверное, надо уже менять. Фильтры поменяли. Это все на родине мы делали сами, а тут зажирели. Делегируем это автомастерским. Ну, короче, мне надо было масло менять еще 3 месяца назад. Я сейчас особо много не езжу. И я такой, в следующем месяце. Ладно, в следующем месяце подсобираю еще денег. Не надо сейчас тратить, еще подсобираю денег. Соответственно, следующий такой осмотр будет на 3 месяца позже потом. А каждый такой техосмотр, в зависимости от того, что там менялось, от 300 до 500 евро, это просто вот, ну, это просто без ничего. Если ремень будет менять, то, наверное, все 1000 будет. Это был конец первой части. Не переключайтесь. В следующей части нас ждут более интересные приключения.
блукание в ночном лесу без света, прокол колеса, и в целом все будет динамичнее, интереснее и больше экшена. До встречи, друзья, в следующей серии.